Всем привет, с вами Полосатый. Я давно хотел начать делать видеообзоры всякого железа, периферии и так далее. Но это будут не только новинки рынка, которые лично я буду выбирать, но и чтобы сделать рубрику интереснее, я включу в нее ретро-девайсы. Кто-то знает, что у меня есть очень хорошая коллекция мышей. И вот он, первый экземпляр для обзора. Это мышка Mitsumi, та самая легендарная шариковая, на которой мы на Объект 2000 рвали шведов. Что у нас здесь есть? Вот такая вот малюсенькая коробочка, фактически помещается в руке. Я помню, что мы их покупали по-моему, по 200 рублей, причем сразу несколько штучек, так как очень часто после особо жарких боев мы их просто разбивали. Сейчас такую мышку, естественно, практически не найти, а у меня она еще и в коробочке. Ну, сзади здесь на разных языках краткие спецификации. И, кстати, есть русский язык. Для IBM совместимых PC, совместимы с мышью Microsoft, разрешение 400 dpi, сделано в Малайзии. Ну что ж, открываем наш девайс. И у нас выпадает вот такая вот инструкция. Mitsumi Europe Product File. Здесь у нас рекламка всяких других девайсов от Mitsumi. Кстати, клава у меня тоже Mitsumi механическая старая. На обратной стороне всякие характеристики более подробные. И вот на наша мышка Mitsumi Ready for Win 95 Mouse ECM S31 Series. Давайте достанем, посмотрим, какое у него правильное полное название. PS пополам совместимая мышка, модель ECM S3102. Ну и что про нее пишут? Новый двухкнопочный эргономичный дизайн. Connectors Serial or PS пополам, PS2, 400 dpi Resolution, разрешение, кабель 2 метра, Life, это количество кликов 1 миллион. Ну и, соответственно, что входит в инструкцию. Смотрите, Connectors Serial или PS пополам. Это у нас, собственно, интерфейс мышки, вход в компьютер. И это тот самый знаменитый PS пополам, зелененького цвета. Есть еще эта мышка в исполнении Serial, то есть COM-порт. И у меня есть и такая. Вот она. Вот так выглядит этот порт. Но к современным компьютерам его практически не подключить, в отличие от PS пополам, хотя он тоже встречается все реже и реже. Интересно сравнить размеры Mitsumi с другими известными геймерскими мышками. Справа у меня Logitech MX518. Он явно длиннее и явно выше. Еще у меня есть Microsoft IntelliMouse 3.0A. Тоже, смотрите, она ощутимо длиннее. Ну и более такая толстенькая. Наиболее близкая по размерам мышка с Mitsumi это Microsoft 1.1A. И она, кстати, тоже симметричная. Очень похожа. И по размерам, и по форме, кстати. И по высоте примерно одинаковая. Да, дизайн мышки симметричный, но вот левая кнопка мышки чуть-чуть больше. И на ней, кстати, есть вот такие вот фрикционные пупырышки. Еще бывает вариант с колесиком, но мне такой нравится больше. Сзади у нас крышечка. Мы ее довольно легко открываем и достаем шарик. Для чего это нужно? Сам шарик и вот два ролика внутри, они после долгих боев Quake просто пачкались. На них появлялся налет от пыли, всякие волосы. И вот такое вот легкое открывание нужно для того, чтобы периодически прочищать и шарик, и сами ролики. Иначе движения по коврику будут не такие плавные. Ну что, подключаем нашу мышь. Кстати, компьютер у меня выключен. Но это нужно не для того, чтобы порт не сгорел. На самом деле напряжение здесь всего 5 вольт. Просто все равно понадобится перезагрузка, чтобы PS пополам девайс определился компьютером. И вот у нас первый запуск. Винда у меня 7.
Смотрите, уже сразу мышечка определилась. Причем движения довольно плавные. Microsoft PS пополам мышь, он ее определил. Установка драйвера для устройства успешно завершена. Просит перезагрузочку еще одну. Ну, все работает. Единственное, сенса стала такая не очень большая. Все-таки это 400 dpi, а до этого у меня стояла мышка MX 518, у нее 1600 dpi. И, естественно, скорость указателя фактически, получается, стала в 4 раза ниже. Итак, заходим в диспетчер устройств. Вот на моя мышка, опять же Microsoft PS пополам мышь, устройство работает нормально, всякие менюшки. В других ранних версиях Windows здесь еще была опция разгона PS пополам порта, увеличение частоты опроса мышки. И порт этот можно было разгонять до 200 Гц. Но вот какая частота сейчас у меня, я, честно говоря, не знаю. Это надо в игру заходить и смотреть. Чем мы сейчас и займемся. В итоге я все-таки выяснил, что Windows 7 по умолчанию PS пополам порт это 100 Гц. И поковырявшись в реестре, я сумел его разогнать до 200. Ну вот, сейчас движение очень плавное. В принципе, меня все устраивает. Раньше, кстати, была такая программа PS2Rate для 95 и 98 винды. Вот, как раз, собственно, все и разгоняли этот PS пополам порт, получая заветные 200 Гц. Ну вот, как видите, очень у меня все плавно. Движения реально очень приятные. И это древняя мышь Мицуми, шариковая. Вообще особой разницы после MX 518 не чувствую. Сейчас чуть повармапимся, потом пошахтимся. Вот. А раньше, ну, в той же Win98, по-моему, 40 или 60 Гц по умолчанию выдавала мышка. Поэтому, собственно, ее разгоняли. Форма мышки, смотрите, вот в руке она очень хорошо лежит. По размеру реально оптимальная. То есть и не маленькая, в общем-то. Какой рокет, а? Так приятно стрелять, прям на рывочке, на инстинкте. Вот, вес, кстати, тоже, она не кажется легкой. Вполне себе такая нормальная. Единственное, вот я по привычке немножко вот так вот приподнимаю мышку. При повороте резком. И я прям слышу и чувствую, как бьется шарик о корпус. Если вот ввести плавно, не отрывать коврик, мышку от коврика, то этого такого бага нет. Именно проявляется, когда сильно мышку приподнимаешь. Сейчас попробуем прям поиграть. Все, сел. Кстати, вот мышки MS 3.0, какую я там еще показывал, 1.1а, там прям сзади на корпусе написано мышь USB, но она совместима с PS пополам. В чем прикол? Собственно, раньше мышки USB-шные через переходник подключали PS пополам, чтобы получить те самые заветные 200 Гц. Вот.
Сейчас разбираемся. Собственно, USB Mesh через PS пополам, она получалась по частоте опроса быстрее, чем просто по порту USB, у которого частота опроса 125 Гц. Нынче переходник такой используют, когда нужно лишний порт USB высвободить. Есть как бы порт PS пополам. Ну что, вот впечатления такие. В принципе, вот так я сел, без подготовки. И, в принципе, вообще никаких проблем не ощущаю. Я думал, дай бог, мышка заработает. Она очень хорошо играет. Даже по сравнению с MX 518. Вот Rocket мне на рывок очень легко стреляется. Прям как будто инстинкт. Как будто так и должно быть. И сейчас довел очень легко при шафте. По поводу USB порта еще раз. Все-таки стандартная, дефолтная частота у него 125 Гц. Частота опроса. Но современные мышки, вернее так, раньше как бы придумали всякие разные способы, чтобы разгонять этот порт через драйвера, через реестр, что только не делали. Вот. Ну а современные злые мышки, они фактически уже по умолчанию как бы дают возможность включать, сколько там, 500 Гц, 1000. Очень приятно стрелять из Рокета. Прям ручка вся как в своей тарелке чувствует. Ой. Ну так вот, по поводу вот этих самых герц. У меня сейчас 400 DPI мышь, 200 Гц. И я не ощущаю никаких проблем. Наоборот, мне очень комфортно играется. А стреляется просто вот из Рокета. Очень комфортно. Вот эти рывочки. Все на инстинктах. Особенно вертикальные рокеты. Вот такие вот. Кстати, к слову о 400 DPI, сенса, как я уже говорил, у меня упала. Соответственно, в винде, в панели я немножечко ее поднял. То есть она стала недостаточной. Все-таки 400 DPI это у нас разрешение мышки. При игре в высоком разрешении сенсы становится мало. В общем, интересный
Интересный вывод можно сделать, то что ну какие ракетки залетают у нас. Прям вот удивительно. Мицуми. Шариковая. Конца 90-х. И ведет себя настолько хорошо. В современной игре. Ай. Ну вот, разве что колеса прокрутки не хватает по винде. Бродить по браузеру и так далее. Но это ж не проблема. Неудивительно, что Пеле ПК играл до последнего на этой мышке. Так что интересно. MX 518, напомню, это 1600 DPI. И вот у меня старая Мицуми. Движение обалденное. И очень плавное, самое главное. Считается, чем выше DPI, тем плавнее и точнее скорость указателя. Ох! Ну, вы сами все видите. Сами все видите. Ну что ж, какой в итоге можно сделать вывод из обзора ретро-мышки Мицуми? Ее характеристики таковы, что спустя почти 20 лет она вполне способна конкурировать с более навороченными образцами. 400 DPI вполне хватает для динамичного шутера типа Quake, да и частота опросов 200 Гц ни в чем меня не ограничивает. А то, что мышь шариковая, мне даже нравится. Ощущения при стрельбе более живые. Ну и вес и размеры этой старой Мицуми лично для моей руки просто идеальные. Пожалуй, буду играть на ней и дальше. Жаль только докупить еще одну такую же будет очень сложно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Полосатый.